Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, таро расклад, сентябрь 2026, зеркало перемен. Давайте попытаемся заглянуть в это зазеркалье. Почему я так назвала наше видео? В конце августа, 28 числа, то есть август, завершается лунным затмением. Что такое лунное затмение? По сути дела, это мы закрываем какую-то дверь. Мы сами хотим уже завершить какой-то прошлый процесс или прошлый сюжет в нашей жизни. Мы уже понимаем отчетливо, что что-то не может быть продолжено. И вот это где-то предвкушение того, что теперь будет что-то меняться, оно, безусловно, присутствует. Но, с одной стороны, это мы хотим закрыть эту дверь, да, мы говорим. И вот завершается август такими энергиями. Но никогда это не бывает одной датой. Это перед нами ставит новые вопросы. А что будет дальше? А что у нас состоится или что может быть продолжено? К чему это все придет, мы пока не видим. И вот у нас сентябрь месяц делится условно на две части. Мы говорим Венера, да? Венера – это планета малого счастья, называемая, или планета нашего благополучия, олицетворяет как раз Венера. Так вот, Венера у нас до 11 числа в сентябре находится в знаке зодиака Весы, и это такая более легкая, отзывчивая, более где-то Венера, которая способна к компромиссу. Но с 11 числа уже Венера перейдет в знак зодиака Скорпион, и это другие энергии. Венера в Скорпионе уже не нуждается как будто в игривых отношениях, поверхностных общениях, ощущениях или в дежурных комплиментах, фальшивых обещаниях. Нет, здесь уже важна глубина. Глубина во всем. Глубина в честности, глубина в вопросах страсти, в вопросах любви и глубина по части надежности. Поэтому мы говорим Венера, вопросы любви, личной жизни, благополучия и финансов. Вот давайте с вами и узнаем. Хотя эмоционально частичное лунное затмение, которым завершается август, он нам открывает еще определенный период, который будет сопровождаться такими эмоциональной, как перезагрузкой, например. Давайте узнаем. Тема контроля, Венера в Скорпионе, да? Тема ревности, мои дорогие, или тема страха, быть отвергнутым. Поэтому вот такие энергии. И если Венера в Весах еще нам дает возможность до 11 сентября сгладить острые углы, то мы понимаем, вторая половина сентября, Венера в Скорпионе, наоборот, другие энергии. Нам хочется докопаться до сути. Вот давайте попробуем заглянуть в зазеркалье. Итак, первая карта. Что скрывает сентябрь? Что произойдет в первой половине сентября? Каковы энергии или конкретное, может быть, событие? Что откроется, что будет для вас внезапным, может быть, откровением, или какой вопрос может проясниться? И что будет продолжено? Вторая половина сентября, вторая половина месяца. И то, что у нас будет как раз во второй половине сентября, мои дорогие овны, это еще не конец, это еще не окончательный вердикт. Помним, что это лишь зеркало событий, которые формируются пока в тени, прежде чем Венера будет делать ретро-реверанс. С начала октября, мы немножко смотрим дальше с вами, в октябре Венера уйдет на долгий срок, до середины, практически ноября, в ретро-движение. И стало быть, ретро всегда возвращение каких-то прежних тем. У нас вообще нам с вами предстоит до конца года и даже немножко с заходом на 2027 такое грандиозное ретро-движение. 6 планет. Итак, идем дальше. Следующий вопрос. В чем ваша фортуна, мои дорогие, в сентябре? В чем ваша сила? В чем вам везет или что у вас получается осуществить, с наименьшими, скажем так, потерями или с наименьшими потерями по энергиям, так иногда тоже ведь бывает, правда? Какой-то вопрос у нас решается проще, легче. Вот давайте мы такой вопрос с вами зададим и узнаем. И личная жизнь. Вот две карты мы с вами достанем, если уж мы о Венере говорим. Вопросы личной жизни, вопросы дома здесь могут быть. И вообще личной жизни, не только про любовь, может быть, это где-то будет касаться, особенно для вас. Это прогрессивное время до конца года, с заходом, опять же,
на 2027 по части личных амбиций и достижений. Ну и вторая, следующая карта, конкретная по Венере, это финансы. Венера в Скорпионе заставит нас глубоко переосмыслить бюджет. И здесь могут выйти на поверхность вопросы долгов, например, кредитов, мои дорогие, или это совместные деньги в паре. Итак, вопросы у нас готовы, давайте пойдем дальше. Что скрывает сентябрь? Что произойдет? Что будет? Что случится в первой половине сентября? Ну вот мы говорим, да, завершается август, открывает перед нами глубокую эмоциональную перезагрузку. Карта того, чего нет. Карта внутренних страхов, карта внутренних сомнений, 8 мечей. И обычно вы слышите, я говорю, карта искаженного восприятия. Вот давайте теперь будем немножко прояснять. Это нам о чем? Что тут может, как для овнов, вызывать вот эти сомнения? Первая половина сентября. А выбор какой-то. Вы знаете, мои дорогие, у вас идут возможности. Карта колесница. Она рассказывает о том, что действительно тут не будет как прежде. Вы как будто уже прошли определенный путь, и назад дороги нет. Вот есть определенно какая-то сфера вашей жизни, старший аркан не говорит конкретно. Карта колесницы может говорить также, к примеру, о работе, которая связана с перемещением. Или пусть это личная жизнь, и тогда перемещение, смена именно места жительства у кого-то будет. Для кого-то из вас, опять же, работа, если мы рассматриваем, то это построение карьеры. И вот наша эта колода ведьмочек поднялась на своем мотоцикле на гору, как достигла определенного плата. Ведьмочка, и вот теперь этот выбор, туда или сюда. Вам придется что-то выбирать, мои дорогие. И в этом выборе есть сомнения. Он какой-то неоднозначный или сложный выбор, мои дорогие. А 8 жезлов, смотрите, тут у вас карты рассказывают, что тут как будто выбор-то и невелик, или Овен точно знает, что ему делать, в какую сторону ему стремиться. Более того, карты подсказывают, что Овен, ты в первую половину сентября получаешь какое-то известие, или у тебя лихо могут так закручиваться события, словно сама судьба тебе указывает дорожку. Две карты сложились, которые, я часто говорю, доброй трансформации 8 жезлов, но точно так же выбор, трансформация где-то проходит по аркану колесница. Не так, как раньше, никогда как прежде. Это все то, что я говорила до карт. Поэтому вы можете вот эти энергии, о которых я рассказывала, чувствовать достаточно остро. Остро хотя бы в том моменте, когда вам действительно, ведь две карты скорости, когда нужно именно сейчас что-то сделать, не отложить на потом. Может быть, это и будет связано с личной жизнью. А я хотела сказать с работой, потому что две карты жезловые, туз кубков. Но здесь, знаете, здесь может быть прорыв, правда, почему нет? Даже когда наш какой-то рабочий, творческий проект или тот проект, который нас вдохновляет, нам именно этим хочется заниматься, нас воодушевляет, может воодушевить даже работа. Или пусть это будет касаться личной жизни, что-то идет в гору, несомненно. Может быть, вот эта гора, да, как мы на этом мотоцикле, ну представьте, мы прошли какой-то путь, да, и, может быть, мы так на холм словно въезжали, и все равно он остался позади, вот этот подъем. Теперь мы уже понимаем, мы не хотим это терять, мои дорогие овны. Здесь все определено, но мне непонятно, почему сомневаетесь. Здесь все ясно, здесь как будто у вас ситуация на ладони, и пусть у кого-то это будет касаться работы, ведь туз кубков говорит о том, что, Овен, ты уверенно идешь не просто к победе, к переменам, но ты именно идешь к своему счастью. Но сомнение, видимо, дело такое, что иногда она хлынет на нас, и мы начинаем сеанс самокопания. Поэтому всячески старайтесь этого избегать. Для вас сентябрь, по крайней мере, первая половина, открывает именно возможности. И здесь будет очень важно не устроить себе, опять же, какой-то, знаете, как философия глубокая на мелком месте, потому что элемент скорости. Скорости – это когда, знаете, лучше попробовать. Может быть, взять почетный, опять же, компромисс. Да? Венера нам в весах еще это позволяет сделать. Но не отказаться. Тут самое главное сказать себе, а почему бы и нет? Или дай-ка я попробую. Здесь вот какие-то такие энергии, которые вас все-таки призывают
на путь новый, нежели повторение какого-то старого сценария. Или это пусть будет даже связано, пусть с историей, да, которая со знакомыми людьми где-то идет в контакте, или пусть это история по работе, но тоже какой-то сюжет вам знакомен, но тут энергии, методы, они будут другие, будьте готовы к этому. Здесь могут меняться как обстоятельства в жизни людей, обстоятельства, которые вас окружают, тогда не сомневайтесь, что для вас более счастливый сюжет складывает судьба. По крайней мере, это такие возможности. Это скрывает сентябрь, потому что первая карта, вы как будто этого не видите. То, чего нет. А есть совершенно другое в реальности, нам показали. А мы как будто, глядя, вот как эта девушка, в открытое, в зеркало точнее, она видит ограничения. Она не видит то, что уже какой-то путь она успела прошагать. И уже ей самой не захочется возвращаться. Но, видимо, вот эту снять повязку с глаз, ну, несколько так еще нерешительно, страшновато. Внутренне мы пока не знаем, что же там произойдет дальше. Поэтому вот такие сложные энергии могут нас накрывать. Будьте где-то к этому готовы. Следующая карта, так а что же откроется? Что для вас будет как внезапным откровением? Кстати, конец августа, да, мы говорим лунное затмение, которое продолжает вот в новых совершенно энергиях для нас какой-то же или желание, или какой-то новый сюжет. Это может быть связано еще и с тем, что вы можете получить какую-то новость или откроется какая-то тайна. Вот что откроется? Вот все то, что я говорила. Карта Солнца. Карта выбора правильного направления, мои дорогие. Здесь, правда, может открыться какая-то тайна, потому что Солнце – это ясность. То, что было запутано, у вас проясняется. Вот смотрите, первая карта и первое значение. Я говорила, первая половина сентября. Вторая карта у нас как промежуточная, между первой половиной и второй. Давайте откроем вторую половину, потому что нам говорят «дорога к Солнцу». С чем же будут связаны вопросы, что будет продолжено, может быть, что прояснится, какова вторая половина сентября, каковы энергии. У вас две карты, которые совпадают, причем совпадают в разных колодах у нас получается, да? Восьмерка жезлов. Когда такое происходит в моих раскладах, так и знаете, ну точно, хотят карты сделать акцент, будь готов, Овен, скучать тебе будет явно некогда. Это может быть получение большого объема информации. Или когда вам придется много перемещаться по каким-то офисам, конторам. Пусть это даже будет связано с личной жизнью, значит, это может быть оформление. И если мы говорим, у нас большая ретроградность ожидает осень-зима. Вот представьте, у нас с вами две планеты, Сатурн. Почему, вот может быть, откуда появилась эта восьмерка мечей? Ретро-Сатурн у нас до 11 декабря, а ретро-Нептун у нас с вами до 12 декабря. Параллельно идут две противоположные энергии. Если мы говорим по Сатурну, это планета кармы, это планета порядка, власти, организации, да, владыка времени все-таки у нас Сатурн. Но а Нептун это, если мы говорим Сатурн, это границы, четкость, да, а Нептун это никаких границ. С ретро-Нептуном очень часто такие вопросы, как самообман. Ну, есть в чем-то иллюзорность. Но я бы сказала, вы находитесь в очень сильной позиции за счет именно того, что даже если где-то вас сопровождают вот эти сомнения, сама словно природа, сама Вселенная, мои дорогие любимые овны, вам не дает, хочется сказать, с пути истинного свернуть. Нет, тут вот именно что-то вам как на ладони, или то, что происходит в событиях вокруг вас, вам дает правильные ориентиры, правильные подсказки. Поэтому активный период, безусловно, восьмерка жезлов, но это может быть связано как предложения, которые будут продолжены. И как будто нужно соглашаться, я бы сказала, или рассматривать новые варианты. Ни шагу назад, мы говорили. Промежуточная карта Солнца, дорога к Солнцу, к изобилию, процветанию, новому качеству жизни. И это не на половину месяца, это будет продолженная энергия во второй половине сентября. Давайте раскроем. Что же будет продолжено?
волшебно. Не хочу больше тянуть карты. У вас выпало редкое сочетание, когда две карты в колоде Таро обозначают выбор правильного направления. И карта Солнца — это у нас 6-8 месяцев. Вот нам сразу дают подсказку. Где-то середина сентября. Может быть, да? У кого-то сам по себе сентябрь будет именно плавно проходить в таких энергиях, когда, опять же, все не случайно. Вот это зазеркалье, оно, по сути, перед вами открыто. Вы уже видите, чем вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев. Но вторая карта выбора правильного направления. Лет 10-20, долгий период, мои дорогие. И это, наверное, как по Плутону. У нас тоже Плутон в ретро-движении в сентябре. Поэтому какие-то вопросы могут все-таки возвращаться. Но для чего? Переделать. Любое ретро мы знаем с приставкой «пере». Переделать, пересмотреть, переподписать, обговорить, может быть, да, какой-то диалог должен состояться. И если Венера в весах нам как раз позволяет эти диалоги совершать, то мы тогда будем готовы к тому, что, может быть, не отложить какой-то диалог на вторую половину месяца, потому что Венера в Скорпионе – это уже именно до сути мы хотим докопаться. Мы сами можем где-то, знаете, как вопросы ревности, я говорила, да, темы ревности, или, может быть, и есть где-то сомнения, они у каждого из нас присутствуют, но для вас в реальной жизни происходит в вашей судьбе, какие-то знаменательные, хочется, события, пусть даже в виде сообщений от людей, получения каких-то важных бумаг. И то, что начинается, может быть, даже с первого дня сентября или последних дней августа, мои дорогие, будет продолжено, как раскрыто и в середине сентября, и более того, это имеет значение на далекий период времени. Сбываются ваши мечты. Сияйте, как звезда. Это время вашей популярности. Это время вашей экспертности. Это время, когда у вас может что-то получиться. Но карта звезда о чем говорит? У кого-то может проиграться тема переезда. Старшие арканы у вас такие выпадают, волшебные, но которые включают такой большой объем информации, поэтому хочется вам передать, что здесь нельзя жить одним днем, понимаете, вот такой перед вами открывается период сентября, и, может быть, это тот наш проект, ваш проект, мои дорогие овны, который только закладывается, да, вот как эта плата, на которую вы достигаете, и тогда понятно, присущи сомнения нам, потому что мы пока, мы не знаем действительно, что же будет дальше, а карты перед вами раскрывают совершенно новые энергии, возможности и новые энергии счастья, так и хочется сказать, когда вы можете видеть, как же будет складываться ваша жизнь, или куда вы сами стремитесь. Все-таки аркан звезда говорит еще и о том, что будут сбываться наши мечты. Но, конечно, рядом у нас карта очень деятельная, потому что по 8 жезлов мы не должны отложить что-то на потом. Куй железо пока горячо, Овен, вот как будто так. Давайте будем узнавать дальше, в чем ваша фортуна в сентябре. Еще один старший аркан. Слушайте свою интуицию. В чем ваша фортуна? Избегайте толпы. Овен – это всегда воин. Пусть это воин в душе. Имеется в виду, это сильный человек, который может в одиночку пойти на какое-то дело, потому что он видит в этом целесообразность. Вас сама судьба наделила этой внутренней силой. Именно внутренняя, да, вот это. Но иногда бывает так, знаете, как шутка такая нашей судьбы, когда выражается вот эта сила, в неосторожных действиях. А все-таки аркан Луна, почему я говорю, избегайте толпы, избегайте мест скопления людей, как будто Овен тебе в другую сторону. Аркан Луна будет говорить о том, что для вас вообще, в чем ваша фортуна. Место безопасности, конечно, происходит у нас, как мы должны его найти, да, по аркану Луна. Потому что все то, что происходит вокруг нас, не должно нас поставить, знаете, в какие-то рамки, ограничения. Нам нужно самим увильнуть в нужное время. Вот, кстати, будьте внимательны. Поэтому карта говорит, слушай свою интуицию, но очень часто по аркану Луна проходят конкретно те события, когда мы не можем что-то сделать быстро. Поэтому в чем ваша сила? Если некоторые вопросы не решаются молниеносно, тогда ваша сила будет в том,
что вы сумеете кому-то не вынести быстро вердикт, сказать быстро нет или быстро сказать да, а наоборот, где-то как минимум половину сентября, первую, а может быть и вторую, вам приходится лавировать, мои дорогие. Иными словами, как отступать даже полшага назад для того, чтобы сохранить себя, сохранить собственные силы, сохранить проект. Может быть, у кого-то выйдут по аркану Луна на первое место вопросы дома, семьи, личной жизни. Давайте достанем дополнительные карты. В чем же ваша фортуна? Опять туз жезлов говорит о том, что да, будет какое-то важное известие, которое делит вашу жизнь на период до и после. И в этом ваша фортуна. Вот смотрите, ведь все карты про фортуну, по сути дела. Но две карты, которые, пожалуй, самые такие, да, о сомнениях, ярко говорящие в колоде Таро, это восьмерка мечей, девятка мечей. Причем мечи это всегда интеллект. Вроде бы как нам нужно такой холодной головой какой-то вопрос обдумать, а мы начинаем соскальзывать на эмоции. Именно две карты, которые говорят, мы не видим. Мы именно не видим чего-то. Или не хотим увидеть. Или мы думаем, что какой-то прежний сюжет и метод, он сработает, а карта говорит, нет, тут уже солнце на восходе. Уже не имеет значения. Вот как у этой девушки. Нам показана такая темная комната, исписанные дневники, и как будто ничего не меняется. Нет, значит, тут есть какие-то события, они происходят. Тут даже новости, мелкие новости могут для вас, или для кого-то это может быть как беседа, да, разговор, диалог с конкретным человеком, когда вам приходит подсказка, для чего вот Луна нужна, да, в чем ваша фортуна. Не отказаться от какого-то этого поворотного, да, события, момента, новости. Не сказать, что нет, мне это показалось. Не показалось. Тут все не случайно. Поэтому если мы себе вот этого самокопания не добавим, то тогда для нас будет более яркая картина. И даже в тех вопросах, которые как по аркану Луна сейчас не решаются, может быть в некоторых темах, и ясность не достигается очень быстро. Но тогда мы это, знаете, как откладываем, может быть, несколько в сторону, или это как присутствует рядом с нами, но мы такую галочку своеобразную себе ставим, что вот к этому пункту мне просто нужно быть внимательному, потому что этот вопрос, эта тема, она не то, что мы вот прямо сейчас должны это прояснить, нет, это будет проясняться до конца года. Вот такая подсказка, в этом ваша фортуна. В чем еще ваша фортуна? Вы не одни, мои дорогие. Здесь явно будет какой-то человек, который вас любит, рыцарь кубков. Здесь может быть в виде подсказки, какое-то предложение от человека. Может быть, это от любимого человека. Возможно, это тема, которая касается любви, дома, вашей личной жизни. Но для кого-то это может быть еще и встреча. Новая встреча. То есть с тем человеком, которого вы не знаете. Могут быть и сомнения, почему нет. А нужно ли это продолжать? Продолжать нужно, несомненно. Но не замечтаться. Рыцарь кубков говорит, вдохновись моментом. Это не про то, что это будет продолжено именно в этих энергиях очень далеко. Мы как не бежим впереди паровоза по этой карте, но мы даем себе возможность отдохнуть, расслабиться. Может быть, даже по этой карте легкие отношения, но без обязательств, мои дорогие. Поэтому будьте внимательны, опять же, к подписанию каких-то документов, может быть, документов и финансовых, куда вы ставите подпись. Здесь пусть пройдет еще определенный период. Ретро-Плутон нам говорил, может быть, есть у кого-то тема, которая тянется, я такое не исключаю, еще с весны. Она только сформировалась на конец мая или начало июня. И тогда, до середины октября, у нас этот вопрос будет шаг за шагом проясняться. Но позволь себе вдохновиться, позволь себе радость. Не будь к себе очень жестким, Овен. Вот в этом тоже ваша фортуна. Быть милосерднее и добрее к самим себе. Где-то отдыхать. Помните, уставшие люди делают ошибки. Иногда вот это эмоциональное выгорание нам как раз и дает вот эти две карты. Личная жизнь, энергия, король пентаклей. У кого-то да вообще все стабильно. Да, король пентаклей – это люди надежные. Может быть, для кого-то конкретный человек, который рожден по знакам зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Или человек, имеющий асцендент, или по Луне. Очень часто эта карта говорит о наших близких, о супругах.
но и не только. Все-таки у нас король Пентаклей, великий консерватор. Мы говорим, это не про вдохновение, но, мои дорогие, это про надежность. Поэтому личная жизнь, вопросы глубины и надежности. Надежные люди. Может быть, это вопросы дома. Для кого-то, опять же, финансы. Иногда темы, которые связаны с банками, ну, как банковский служащий, банкир сам по себе. Иногда эта карта статусная, влиятельная, может говорить о людях, которые сделали себя сами. Возможно, это вы будете в таких энергиях, когда вам придется и что-то посчитать, и что-то обустроить в личной жизни по части дома, вверху аркан Солнца. Не такие энергии, ваши привычные, может быть, да, когда Овен больше рассчитывает сам на себя. Нам четко дают карты понять, что вы, вот как этот путь, проходите не одни, а рядом с вами есть тот, кто вас готов сопровождать. Что нам еще о личной жизни расскажут? Шикарно. Десятка кубков. Вопросы семьи, вопросы дома, вопросы пары. Любовь, несомненно, взаимопонимание. Эта карта очень емкая, она сразу говорит и о финансовом благополучии. Поэтому это, как знаете, единение души с конкретным человеком, причем с человеком надежным. Не хочу доставать карты, очень добрые энергии по части личной жизни для вас, мои дорогие, любимые овны. Конечно, мы все разные, поэтому если, к примеру, человек один или одна, нам сказали, да, есть вариант познакомиться, но тогда будьте внимательны. Венера в Скорпионе нам может дать такую новую встречу, которая нас, знаете, как в омут затягивает, когда мы чувствуем именно судьбоносность момента, эмоции накрывают с головой, когда, вот мы говорим, любовь с первого взгляда, да, или роковая любовь, вот что-то подобное Венера в Скорпионе тоже может дать. Поэтому для тех, кто один или одна, и готов уже где-то, да, к встрече, ну вот, может быть, не замечтаться, да, вот эти две карты, вовремя добавить себе вот такое, ну, как холодных мыслей, или не окунуться совсем на эмоции, потому что есть какие-то темы, которые потребуют больше интеллекта, нежели чтобы мы это решали с позиции эмоционального решения, да. Ну, а для тех, кто, конечно, в паре, и даже для тех, у кого сложные отношения, ну, шикарно, можно помириться, можно построить правильный диалог. Более того, тут не то, что конфликт сгладить, тут как будто он сам может рассеиваться, потому что надобности уже нет. Давайте узнаем, что же нам расскажут про финансы. Венера в Скорпионе. Какая же тут энергия? Новая энергия. Тройка – это всегда карта будущего. Это работа в команде. Поэтому команду мы можем отнести как работа сама по себе, коллектив, да? А для кого-то это, если у вас свое личное дело, хобби, бизнес, тогда новые сотрудники, к примеру. Или человек, как партнерские отношения, с которыми, пусть это только первые шаги, ведь эта карта еще и олицетворяет своеобразный экзамен. У кого-то буквально для решения финансовых вопросов потребуется документ. Для кого-то, например, для того, чтобы получить какую-то должность, вам придется обучаться и получить какой-то сертификат. То есть сам по себе экзамен, да, получение какого-то документа очень важного по финансам. Что еще? Да, по пажу мечей здесь может проходить новый проект, новая идея. Очень часто паж мечей – это вестник. Опять же, вестей будет много, самых разных. И все же, если мы говорим по части финансов, держите глаза открытыми. И все то, что касается вопросов денег, никаких эмоций. Не мешайте в одну кучу, да? Как мы говорим, не складывай в одну корзину камни и яйца, иначе совсем не то получится о том, что мы думали или хотели в конечном итоге получить. Эмоции мешают, да, где-то накрывают, мы уже не раз с вами говорили. А мечи нам говорят, да нет, Овен, все-таки есть то, что тебе нужно будет предметно как-то посчитать, четко посчитать, может быть, калькулятором вооружившись. Аркан жрица. Будьте внимательны к финансовым вопросам. Здесь вам нельзя, мои дорогие овны, к примеру, на эмоциях делать важные покупки, на эмоциях подписывать важные документы, на эмоциях, потому что вы люди благородные, вы можете даже из таких добрых побуждений, желание помочь, да,
Ну, какие-то обязательства на себя принять. Тут все-таки нам говорят, да, прояснение будет. Но аркан Солнца говорит 6-8 месяцев и где-то жрица, что, может быть, не все прояснения состоятся в сентябре. До конца года у тебя таких прояснений, Овен, будет не одно. Ты не все тайны еще раскрыл. Поэтому научись себя сохранять по-новому. Именно то, что касается финансов. Когда выпадает жрица, нам конкретно дают совет о себе много не рассказывать. Чем меньше о вас знают, тем вы спокойнее спите, тем лучше идут ваши дела. И в другой колоде снова аркан Луна. Да, вот смотрите, у нас повторяются с вами арканы скорости, 8, да, в разных колодах. Кто сомневается, покажу. 2 колоды использую. И то же самое аналогично старший аркан Луна. Тут действительно мы чего-то не видим. Когда аркан Луна, нам всегда нужно словно пройти вот какой-то период между. Да? Классические колоды обычно всегда изображают 2 башни. И возле одной башни у нас волк, возле другой башни шакал. Ну, башен нет, но волк-шакал присутствует. И нам не к волкам, нам не к шакалам. Нам именно по узкой дорожке лунного света. Причем у страха глаза велики. Милый котик смотрит в пруд, и что он там видит? Какое-то большое грозное животное. То есть мы видим себя сами, но почему-то мы боимся собственных возможностей, к примеру. Или когда у нас дух захватывает от того, что нам приходится использовать новые методы. 3 пентаклей. А мы так не поступали. Поэтому у вас тут перезагрузка идет по финансам. И серьезный аркан, жрица и луна. Для кого-то из вас вопросы, пусть даже личной жизни, вопросы, связанные с домом. Мои дорогие овны, не торопитесь, правда, подписывать какие-то документы. Пусть они будут касаться финансов или личной жизни. Но, наверное, сентябрь не самое лучшее время сделать что-то, но в чем-то поставить точку. Вам может казаться, что это окончательное решение, а на самом деле продолжение будет следовать. А что за продолжение? Аркан мага. Еще один старший аркан. У вас волшебная энергия. Магами не рождаются, магами становятся. У кого-то по финансам может быть человек, который рожден под знаком зодиака, близнецы или дева, иногда по аркану маг, да? Но маг это у нас еще и Меркурий. Тогда я вам даю подсказку, мои дорогие. По финансам. У нас будет период, когда ретро-Меркурий и ретро-Венера будут идти как в одно время, в одном промежутке времени. И это последняя неделя октября и 2 недели ноября. Поэтому какой-то вопрос, карты нам подсказывают, у вас может проясняться по финансам. Здесь явно вы чего-то не видите, не знаете. Поэтому карта и говорит, обучение, экзамен, ты сейчас проходишь какой-то период перезагрузки. Будь готов к тому, что много новостей. Тебе придется их постоянно анализировать. Почему холодная голова? И верховная жрица, тебе еще придется какие-то тайны, загадки разгадать. Слушай свою интуицию, рядом аркан мага. Это вам нужно быть точно в таких же энергиях. Маг великий практик. Перед вами, опять же, судьба открывает волшебные возможности. Но действовать придется совершенно другими методами. Поэтому, мои дорогие, любимые овны, здесь и по финансам возможности приходят, но это как вот то зеркало, которое словно раскрывает перед вами невидимую дверь. И это не совсем про сентябрь. Это ваша траектория на последующий период, как минимум до конца года. А я бы еще сказала, с учетом ретро-Урана, который завершит свое движение, именно ретро-движение, это мы всегда говорим, опять же, дополняю, с приставкой переписать, переделать, переосмыслить. Так вот, ретро-Уран у нас завершит 8 февраля 2027 года, поэтому перед вами такую палитру событий открывает август, которое такое зазеркалье, которое продолжится действительно на 6-8 месяцев. Не спешите, всему свое время. Не спешите именно к вердиктам. Но по части новостей, как я говорила, скучать будет некогда. Но, значит, знаете, самое главное не поторопиться куда-то поставить свою подпись или окончательно кому-то сказать да или нет. Лавируйте, мои дорогие. Вот я, по крайней мере, вижу для вас таким сентябрь.
перекладываете на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.